Это обзор Тинькофф Инвестиций. И сразу нужно пояснить, потому что к подобным темам у людей заранее скептическое отношение. Это не реклама. Я сам являюсь достаточно активным пользователем Тинькофф Инвестиций, и дальше вы это увидите на конкретных примерах. И я хочу поделиться опытом использования сервиса как такового, не просто показать приложение и его возможности, но также поделиться знаниями о фондовом рынке, особенно с новичками, кто никогда до этого с этим не сталкивался. Раньше, чтобы начать покупать ценные бумаги, хотя бы лет 10 назад, нужно было куда-то ехать, открывать счета, заполнять бумаги, разбираться в специальных программах и так далее и тому подобное. И это было достаточно непросто для обычного человека. Могу сказать по себе, я просто даже как-то боялся с этим сталкиваться. Сегодня же с распространением смартфонов и нереальным прогрессом сервисов открыть брокерский счет и начать инвестировать просто как никогда. Даже вставать с дивана не нужно серьезно. К тому же, что касается денег, сейчас вы можете видеть ставку рефинансирования Центрального банка России, то есть тот процент, по которым обычные банки берут деньги у Центрального банка и выдают кредиты физическим лицам и бизнесу. Сейчас находится на историческом минимуме. С одной стороны, кредиты становятся дешевле, что хорошо, это стимулирует экономику, но с другой стороны, от этого процента также зависит и процент по вкладам банкам. И чем меньше ставка рефинансирования, тем меньше процент по вкладам в банках. Например, в 2015 году вы могли положить 1 000 000 рублей в Сбербанк и получить 90 тысяч гарантированного дохода. То вот уже в 2020 году, когда ЦБ снизил ставку рефинансирования до рекордно низких 4,25%, вы можете положить тот же 1 000 000 рублей в Сбербанк и получить уже 20 тысяч рублей. Чувствуете разницу? 90 тысяч в 2015 году и 20 тысяч в 2020 году, а цены, к сожалению, не падали, а только росли. Следовательно, люди начинают искать новые места, куда можно было бы вложить деньги и хотя бы отбить инфляцию, не говоря уже про дополнительный заработок. И по сути, единственным подобным легальным, безопасным и, что самое главное, не требующим много денег в самом начале способом стал фондовый рынок. Тем более, что в России эта отрасль в последние годы развивается очень активными темпами. И сейчас я постараюсь рассказать в деталях про Тинькофф Инвестиции. Как будто мы сидим на кухне, пьем чаек, и я по-дружески рассказываю чё почем. Давайте начинать. Начнем с самого начала. Как открыть брокерский счет Тинькофф Инвестиций? Здесь все максимально просто и есть два сценария. Первый, вы уже клиент Тинькофф банка, и второй сценарий, вы клиент другого банка, но все равно хотите пользоваться Тинькофф Инвестиции. В случае, если у вас уже есть карта, то устанавливаете приложение или заходите на сайт Тинькофф, подаете заявку на открытие брокерского счета и подписываете документы через СМС. Ждете некоторое время, обычно до 2 дней, и потом вам придет уведомление о том, что брокерский счет открыт. Все. Это так легко, потому что вы уже получили карту, подписали разные документы, и по сути у банка есть все необходимое, чтобы открыть счет дистанционно. В случае, если у вас нет карты Тинькофф банка, то также подаете заявку, но уже нужно будет дождаться курьера, чтобы подписать необходимые документы. Также после этого ждете до 2 дней, и счет вам откроют, и вы получите доступ к сервису. Но я бы все-таки рекомендовал завести дебетовую карту Тинькофф Black и вместе с ней уже открыть брокерский счет. Таким образом, вы будете в одной экосистеме и точно не будет никаких задержек с пополнением, либо выводом денег с брокерского счета. В общем, как я и говорил, открыть брокерский счет очень просто и даже не нужно никуда ходить. Но что там по тарифам? Есть 3 тарифа. Это инвестор, трейдер и премиум. Вообще я рекомендую пройти на сайт Тинькофф и ознакомиться с тарифами самостоятельно. Они сделаны по-человечески и все максимально понятно. Но если в 2 словах, то подавляющему большинству подойдет тариф инвестор. Во-первых, он бесплатный, то есть вы можете открыть брокерский счет и вообще не совершать никаких операций, деньги с вас все равно брать не будут. Пополнение и снятие денег с брокерского счета также бесплатно. И единственное, за что вы платите, это комиссия в размере 0,3% с любой сделки. Повторюсь, не 3%, а 0,3% от 1%. То есть вы покупаете акции на 10 тысяч рублей и платите комиссию всего 30 рублей. Либо вы, наоборот, продаете акции на 10 тысяч рублей и также платите комиссию 30 рублей. В принципе, что касается открытия и обслуживания счета, то здесь все, переходим уже к самому сервису. Если что, то я все буду показывать в приложении, хотя веб-версия вообще никак не отличается по функционалу, кроме одной вещи, но об этом попозже. Как и обещал в начале видео, можете посмотреть на мой портфель. Какой объем, какие акции я покупал и сколько где заработал или потерял на момент записи видео. В принципе, я мог бы это все замазать из-за разных соображений, но раз уж решил рассказать про сервис, то стараюсь быть максимально открытым.
Сейчас я буду идти по интерфейсу приложения и некоторые моменты объяснять достаточно подробно, которые новичкам 100% будут не очень понятны. А потом уже разъясню некоторые моменты чисто по инвестиционной деятельности. Грубо говоря, что я хотел бы сказать сам себе, когда начал этим заниматься. Всего в приложении есть 5 основных вкладок. Это портфель, что купить, лента, чат с поддержкой и последняя вкладка с настройками и прочим. Во вкладке «Портфель» в верхнем левом углу отображаются все события, которые происходили с вашим счетом. Это покупка и продажа акций, дивиденды, налоги и тому подобное. Тут все отсортировано по времени. Если пройти дальше в конкретные события, то видно, когда оно точно произошло, а также другие детали. Например, сколько акций было куплено или продано, по какой цене и какая была удержана комиссия брокером. Посередине сверху отображается общий баланс вашего счета, где также можно отрегулировать валюту, в которой он отображается. Я предпочитаю видеть баланс в долларах, так как большинство акций у меня именно в этой валюте, а также можно посмотреть изменения за все время или за последний торговый день. Справа сверху находится аналитика. Здесь можно посмотреть структуру активов по типу, по компаниям. У меня, как видите, больше всего денег в акциях Тинькофф банка, так что можно сказать, работаю на благо актива. А также структуру по отрасли и валюте. В принципе, это достаточно, чтобы понимать диверсификацию портфеля. И в самом конце отображается динамика. Как видите, я начал активно инвестировать в мае 2020 года. А также здесь удобно смотреть за общими пополнениями, выводами и сколько дивидендов вы получили. И что самое главное, отображается доходность с учетом курсовой разницы. Как видите, она у меня чуть меньше, чем на главной вкладке. Там отображается номинальный доход, потому что я покупал много активов при дорогом долларе, а на момент записи видео он подешевел. Переходим в настройки. Здесь доступно пополнение и вывод средств, но также это можно сделать в другом месте, об этом чуть попозже. Здесь также можно быстро поменять тарифы, включить либо выключить маржинальную торговлю. Я настоятельно рекомендую не пользоваться маржинальной торговлей, по крайней мере в самом начале инвестиционной деятельности. Грубо говоря, это торговля в кредит за счет средств брокера, и вы можете легко попасть в долг, если, не дай бог, что-то пойдет не так. А со своими деньгами вы отвечаете сами перед собой, как мне кажется, это очевидно. Также в настройках можно скачать необходимые отчеты. Можно выбрать определенный месяц и год, это очень удобно. А также можно включить либо отключить овернайт, то есть когда уже брокер берет у вас взаймы акций на одну ночь и за их использование начисляет нам денежку. За все время у меня не было еще ни одного овернайта, поэтому я еще жду. Переходим к портфелю. Здесь отображаются все наши активы. Акции, облигации, ETF-фонды, валюта и тому подобное. О фондах и валюте потом еще скажу отдельно. И как видите, отображается публичное название компании, логотип, сколько акций у нас имеется на счету и общая стоимость в портфеле. Если сверху выбрано изменение за все время, то такое же изменение и в портфеле. Если его поменять на дневное, то в портфеле также будет отображаться изменение за день. Это очень удобно, чтобы быстро понять картину происходящего. Переходим внутрь акций. Здесь очень много всего интересного. Во-первых, мы сразу видим текущую рыночную стоимость акции. Она обновляется несколько раз в секунду. Ниже отображается график стоимости, который также можно отрегулировать по времени. За день, неделю, месяц, полгода, год и все время. Хотя под все обычно показывается максимум последние 10 лет, и чтобы посмотреть график за больший диапазон, я обычно иду в приложение акции на iPhone или в поиск Google. На самом графике можно посмотреть стоимость в конкретный момент времени, а если приложить еще и второй палец, то можно увидеть разницу в большую или меньшую сторону в процентах. Это удобно, когда планируешь примерное падение или рост бумаги. Ниже под графиком отображается информация о ваших акциях этой компании, если вы их купили. Видно, сколько акций у вас есть, а также их средняя стоимость. То есть можно покупать несколько акций при разной цене и будет показываться ее средняя арифметическая стоимость, а стрелочкой правее текущая рыночная стоимость. На этом примере видно, что я покупал акции Pfizer в разные моменты времени, и доходность как раз считается от средней цены, которую я уменьшал со временем, покупая акцию все дешевле и дешевле. Ниже есть две очень полезные функции. Это Stop Loss и Take Profit. Что это такое?
Например, вы покупаете акцию, чтобы быстро на ней заработать или зафиксировать определенный процент прибыли. И вот чтобы не мониторить рынок 24/7 и вообще подстраховаться, можно воспользоваться этими инструментами. Например, я предполагаю, что акции AMD могут вырасти до $100, достигнуть психологической метки, а потом резко пойти вниз. И чтобы зафиксировать эту максимальную прибыль, я выставляю take profit на $99, чтобы чуть подстраховаться. И количество акций. И вот когда цена достигнет этого уровня, мои акции автоматически выставятся на продажу. Либо наоборот, я опасаюсь, что в ближайшее время может случиться обвал, как это произошло в марте 2020 года из-за коронакризиса, и цена резко пойдет вниз за очень короткий срок. И чтобы не потерять слишком много, я выставляю стоп-лосс на определенную цену, при которой я, по крайней мере, не потеряю слишком много, если цена пойдет еще дальше вниз. Однако с этими инструментами нужно быть осторожнее, потому что цена может резко скакнуть вверх либо вниз даже в течение дня. И стоп-лосс либо take profit может сработать, если вы их выставили на небольшую разницу от текущей цены. И хорошо, если это take profit, а если стоп-лосс, то уже будет обидно. Поэтому лично я пользуюсь этими инструментами очень выборочно и больше стараюсь ставить уведомления, чтобы отслеживать резкие скачки цен и уже покупать либо продавать акции самостоятельно. Уведомления находятся в правом верхнем углу. Для одной акции можно выставить достаточно много уведомлений, это очень удобно. Причем, когда выставляешь цену уведомления, сразу показывается разница с текущей ценой. Это также очень круто. Уведомления работают как часы, у меня еще ни разу такого не было, чтобы оно не сработало. Вот, например, можете видеть, что я покупал акции Тинькофф банка именно в моменты небольшой просадки. Все благодаря уведомлениям, без них я бы попросту пропустил эти моменты. Далее переходим на вкладку «Обзоры». Здесь в основном показывается краткая информация о компании из Википедии, чтобы было краткое представление, чем компания занимается, если вы увидели ее впервые, а также сторона ее происхождения и на какой бирже торгуется эта бумага. Кратко по поводу бирж. Тинькофф Инвестиции работают с московской и санкт-петербургскими биржами. На московской бирже торгуется большинство российских компаний, и время работы биржи с 10 утра до 19:50 вечера. Кроме некоторых самых ликвидных бумаг, типа как Яндекс, Сбербанк, Лукойл, Газпром, они торгуются до 23:50. На Санкт-Петербургской бирже торгуются иностранные компании, как американские, так и европейские. И там уже время работы с 10 утра до 1:30 ночи для большинства компаний. В выходные дни и по государственным праздникам биржи не работают, и купить либо продать акции также не получится. Имейте это в виду, если нужно будет срочно продать бумаги. Это можно сделать только во время работы бирж. Ну а деньги с Тинькофф Инвестиций можно выводить в любое время. После вкладки «Обзор» идет стакан. Что это такое? Смотрите, если покупать или продавать бумаги через стандартные кнопки «Купить» и «Продать», то там выставляется рыночная цена бумаги. Хотя бывает лаг во времени и цена чуть выше или ниже. Либо можно выставить заявку, то есть я хочу купить не по рыночной цене, а чуть ниже, либо продать чуть дороже. Но фишка в том, что тут сложно оценить рыночное настроение, для этого и существует стакан. Вы, наверное, слышали, что цена чего угодно формируется за счет спроса и предложения. Так вот, стакан это и есть тот самый спрос и предложение. Посередине отображаются стоимости. Чем меньше шаг этой стоимости, тем лучше. Это значит, что акции много торгуют и она ликвидна. Для тех, кто не в курсе, ликвидность это возможность быстро что-то продать либо купить. Например, iPhone более ликвидный, чем квартира, то есть продать его намного легче. То же самое есть и у акций. Какие-то торгуются очень активно, какие-то не очень. Слева в стакане зеленым цветом отображается объем заявок на покупку, а справа красным заявки на продажу. И вот самая нижняя заявка на продажу это и есть рыночная цена акций, то есть минимальная, по которой вы можете ее купить в текущий момент времени. И как можете видеть, эти объемы постоянно скачут то вверх, то вниз. И вот если спрос превышает предложение, то цена идет вверх. Если наоборот, то вниз. Это, грубо говоря, но примерно так все и работает. И чтобы купить или продать бумагу максимально выгодно, я пользуюсь именно стаканом. Например, я предполагаю, что цена может опуститься на пару рублей вниз. Я нажимаю на этот уровень слева и выставляю количество акций, которые я хочу купить по этой стоимости. Однако мало иметь желания, нужно также иметь на это деньги, поэтому при выставлении заявки деньги будут заморожены, и если цена достигнет уровня заявки, то она будет автоматически исполнена. Это так ускоряется процесс сделок. Деньги можно заранее перевести на брокерский счет и выставить заявку с него, либо сразу списать деньги с карты. Это удобно с акциями, которые торгуются в рублях, но есть нюанс с бумагами в валюте, об этом чуть позже.
Сама заявка может висеть ограниченное количество времени, до конца торговой сессии. Следующая вкладка называется Пульс. Пульс — это соцсеть внутри Тинькофф Инвестиций. В основном люди там делятся какой-то аналитикой, пишут свои мысли по поводу тех или иных бумаг и прочее. Посты можно комментировать. В принципе, очень неплохая вещь для общения внутри тусовки. За что могу похвалить Пульс? Часто локальные новости о компании, либо выдержки из свежего финансового отчета там публикуются хорошими ребятами очень быстро. И ты можешь понять, почему сейчас цена пошла вверх, либо вниз. Это очень удобно. Однако в Пульсе также можно встретить и псевдоаналитиков, которые пишут свои посты зумным языком, прикладывают картинки со сложными графиками, немного не дописывают и агитируют всех переходить на их телеграм-каналы. Я к таким вещам отношусь максимально скептично. А также очень много ребят, которые купят что-нибудь, на следующий день цена бумаги упадет хотя бы на 2%, и все, они начинают строчить посты, либо писать комментарии, что бумага говно. Либо наоборот, она там вырастет на 3% и пишут, что все, ракета полетела. За таким всегда смешно наблюдать, даже не стоит обращать на это внимание. Смотрите на саму компанию, ее деятельность, финансовые показатели, новости – это главные факторы роста либо падения стоимости. Цена же не берется просто с потолка. Следующая вкладка – это прогнозы. Здесь, думаю, все понятно. Разные банки и инвестиционные структуры публикуют свои прогнозы о той или иной компании, и в Тинькофф Инвестиции они агрегируются в один удобный список. Здесь важно смотреть, когда именно был опубликован прогноз, свежий он или старый, а также кем именно он опубликован, что это за компания, какая у нее репутация. Но опять же, не стоит всецело ориентироваться только на прогнозы, они также могут ошибаться. Следующая вкладка называется «Показатели». Это одна из самых важных вкладок, чтобы быстро оценить компанию, особенно если вы с ней встречаетесь в первый раз. Первые 4 показателя относятся к торгам и не очень важны, так как их можно также наглядно оценить на графиках в первой вкладке. Интереснее всего последние 2 показателя, которые называются дивидендная доходность и коэффициент P на E. О дивидендах я расскажу подробнее дальше, они идут следующей вкладкой. А вот что касается коэффициента P на E, как видите, он расшифровывается как цена, деленная на прибыль. В данном случае понимается цена акции, деленная на прибыль на одну акцию. Чтобы было еще более понятнее, это означает, сколько лет потребуется выплачивать всю прибыль компании в виде дивидендов акционерам, чтобы окупить стоимость акций. И вот чем ниже коэффициент P на E, тем лучше акция с точки зрения возврата инвестиций. А также по нему можно очень быстро понять, является ли компания недооцененной, либо наоборот переоцененной, соответствует ли цена акций текущей прибыльности компании. Исторически сложилось так, что у каждого региона в мире есть свой типичный показатель P на E, который является адекватным. Например, в США он самый высокий, а в России он один из самых низких. Это связано с развитостью экономики и уровнем риска. Типичный пример переоцененной акции – это Tesla. Сами видите график за последние 10 лет. И уровень P на E у Tesla это больше 500. То есть при текущей прибыльности потребуется 5 веков, чтобы окупить акцию. В данном случае здесь все строится на оптимизме по поводу будущего электромобилей, фанатов Tesla и тому подобное. Тем не менее, цена акции может рухнуть в любой момент. А вот, например, показатель P на E у Apple. Он соответствует среднему американскому уровню, что показывает адекватность стоимости акций Apple. В случае, если компания убыточна, что часто бывает у стартапов, то коэффициента P на E у нее нет. Прибыли же нет и показателя. Однако бывает так, что в Тинькофф Инвестиции отображаются не самые актуальные данные, поэтому советую пробивать этот показатель самостоятельно. Просто вводите в поисковике название компании и P на E ratio. Скорее всего, вам выдастся сайт MacroTrends, там опубликованы самые актуальные данные. Возвращаясь к вкладке «Показатели», ниже опубликованы данные о выручке и прибыльности компании. Их можно посмотреть по годам и по кварталам. А еще ниже денежные средства компании. Зачастую, чем больше денежных средств, тем лучше. Тогда компания подстрахована в случае кризиса, особенно как это случилось весной-летом 2020 года. Либо эти деньги можно будет пустить на развитие компании, что также хорошо. Единственное, что меня здесь смущает, это график выручки и прибыли. Прибыль отображается непропорционально выручке, это немного сбивает с толку. Ребята из Тинькофф, если смотрите, то почините, пожалуйста. Следующая вкладка – это дивиденды. Здесь достаточно много нюансов.
Что такое дивиденды? Для тех, кто только знакомится с миром инвестиций и вообще офигевает от массива новой информации в этом видео. Дивиденды – это прибыль компании, которая выплачивается владельцам акций. Вообще, что такое акция? Это право собственности, и ты как акционер имеешь право на прибыль компании. Первый вопрос: платится ли вся прибыль компании в виде дивидендов? Насколько я знаю, таких компаний практически не существует, либо их очень мало. Обычно на дивиденды уходит около 50% прибыли и редко когда больше, потому что если компания хочет развиваться, то ей нужно обратно реинвестировать прибыль в деятельность компании, чтобы расширяться на рынке. А если ежегодно выплачивать 100% прибыли, то вряд ли это продлится долго и компания просто начнет стагнировать. Количество дивидендов рекомендует совет директоров компании, и основные акционеры уже принимают решение, получать ли рекомендованное количество дивидендов, получать ли немножко ниже, либо вовсе не получать дивиденды и всю прибыль направить на развитие компании. Так как мы с вами миноритарные акционеры, то есть владеющие очень малым количеством акций от их общего числа, то нашего мнения, соответственно, обычно не спрашивают. Дивиденды могут выплачиваться раз в квартал, раз в полгода, либо раз в год. Американские компании в основном платят раз в квартал, а вот европейские и российские компании в основном платят раз в полгода, либо раз в год. Но многие российские компании переходят на выплаты раз в квартал, как и американские. Эта тенденция усиливается, что достаточно приятно. В приложении Тинькофф Инвестиции отображается история прошлых выплат дивидендов, а также когда будет следующая выплата. Посередине можно видеть сумму дивидендов на одну акцию. Соответственно, если у вас больше одной акции, то умножаете это число на их количество и узнаете, сколько вы получите дивидендов. Справа отображается доход в процентах от стоимости акций в момент выплаты дивидендов. Если вы посмотрите на американские и российские компании, то увидите, что у американских дивиденды в проценте от стоимости акций достаточно маленькие, в то время как у российских достаточно высокие. Здесь все просто. У большинства российских компаний коэффициент P на E маленький, то есть они недооценены с точки зрения стоимости акций из-за специфики российской экономики и политической ситуации. Поэтому там дивиденды часто 5, 6, 7 и даже больше 10%. Так что инвестирование в российские компании немного рискованно по всевозможным причинам, но зато очень прибыльно с точки зрения дивидендов. Чтобы получить дивиденды от компании, не обязательно владеть ее акцией в течение целого квартала либо года. Достаточно владеть ею на момент, когда происходит начисление дивидендов, то есть на ту дату, которая обозначена первой в списке и горит зеленым цветом. Однако, чтобы получить дивиденды, нужно их купить минимум за 2 бизнес-дня. Это называется T+2. Чтобы было понятнее, например, начисление дивидендов происходит в понедельник. Соответственно, купить акции компании нужно минимум в среду прошлой недели, потому что суббота и воскресенье не являются бизнес-днями. Поэтому имейте это в виду, если покупаете акции компании ради дивидендов. А сами дивиденды придут не в день начисления, а через пару месяцев. Даже если вы уже продали акцию, это нормально. Также на следующий день, когда происходит начисление дивидендов, стоимость акций снижается ровно на сумму дивидендов. Это называется дивидендная отсечка. Например, как можете видеть, Лукойл начислил дивиденды в размере 350 рублей 8 июля 2020 года. И на следующий день, 9 июля, случилась отсечка, и стоимость акций автоматически снизилась ровно на 350 рублей. И тут нужно отдавать себе отчет, что случилась именно дивидендная отсечка. А то я достаточно часто наблюдаю на пульсе, как пишут посты либо комментарии, что бумага на пустом месте просела на 5%, значит все, бумага говно. Очень смешно наблюдать за такими инвесторами. И чтобы заработать на дивидендах, нужно дождаться, когда случится дивидендный гэп, то есть когда стоимость акций вернется к уровню цен до дивидендов. А то если вы продадите акцию сразу после начисления дивидендов, в этом не будет никакого смысла. А также по поводу налогов. Да, с дивидендов нужно платить налоги, потому что это считается доходом. Хорошая новость для будущих владельцев акций российских компаний. Налоги автоматически списываются, когда дивиденды приходят к вам на брокерский счет, поэтому даже не нужно никак париться. А вот если получать дивиденды от американских компаний, то тут уже нужно немножко напрячься. В США налог на прибыль 30% вместо российских 13%, однако мы все равно будем платить те же 13%.
Для этого нужно подписать форму, которая называется W-8BEN. И здесь все очень просто. Тинькофф Инвестиции автоматически заполнит все бумажки, отправит в налоговую США, а все, что от вас требуется, это всего лишь подписать бумаги по смс-ке. Через пару дней вам также придет смс, что форма принята и все хорошо. Тем не менее, таким образом будет автоматически оплачиваться только 10%, а оставшиеся 3% нужно будет уже заплатить самостоятельно. Лично я сам еще не успел заплатить эти 3%, потому что они платятся за прошлый год, то есть я заплачу свои налоги только в 2021 году. Насколько я знаю, это можно сделать дистанционно, никуда ходить не нужно, у Тинькофф Инвестиций для этого есть отдельная инструкция. Кажется, всю основу про дивиденды рассказал, как и говорил, нюансов здесь очень много. Следующие три вкладки не супер важные и носят чисто информационный характер. Это новости, идеи и события. Соответственно, в новостях отображаются новости по выбранной компании или ее отрасли, как на русском, так и на английском языках. А в событиях отображаются все события, которые были совершены с этой бумагой: покупка, продажа и выплата дивидендов. В самом низу портфеля находятся валюты, которые хранятся на вашем брокерском счете. Здесь все не ограничивается рублями и долларами. Дальше покажу, какие валюты доступны к покупке. Если помните, то в настройках сверху можно пополнять или вывести средства со счета. Так вот, если нажать на рубль, то здесь это также можно сделать. И лично мне удобнее именно отсюда. Соответственно, если мы нажимаем пополнить, то доступно быстрое пополнение с вашей карты Тинькофф. Причем доступен не только российский счет, но также и в другой валюте. А также можно пополнять счет и со сторонних банковских карт, причем комиссия не взимается ни в одном из способов пополнения брокерского счета. Что касается вывода средств, то можно вывести рубли на рублевый счет, доллары на долларовый и так далее. Комиссии за вывод также нет. Один момент по поводу покупки валюты в Тинькофф Инвестициях, который не до конца очевидный. Если перейти в доллар и нажать купить или в стакан и выбрать любую стоимость, то будет доступна покупка только по $1000. Это не очень удобно, особенно если 1000 нет. Так вот, чтобы купить меньшую сумму, нужно нажать на кнопку заявки, и тогда можно будет купить хоть от $1, но за текущую рыночную стоимость, то есть за минимально доступный вариант в стакане, что также выгодно. А если захотите купить доллар за чуть дешевле, то придется мониторить валюту. И очень крутой лайфхак для тех, кто покупает доллары. Смотрите, в банкоматах Тинькофф можно снимать валюту. Чтобы найти такой банкомат, зайдите в приложение Тинькофф, еще, инфо, банкоматы и отсортируйте их на доллары США. Чтобы узнать курс покупки, вернитесь на вкладку «Инфо» и нажмите на «Курсы валют». Здесь будет находиться актуальный курс, по которому можно приобрести доллары в банкоматах Тинькофф, и, как видите, курс немного выше биржевого. Для удостоверения умножаем биржевой курс на 1,003, то есть комиссию за покупку, и получаем реальный курс, по которому можно купить доллары в инвестициях. Так вот, покупаете доллары в Тинькофф Инвестиции и после этого без дополнительной комиссии выводите их на свой долларовый счет. Если у вас такого нет, то зайдите в приложение Тинькофф. Главное, новый счет или продукт, добавить валюту доллар США. После этого перейдите в раздел «Платежи», внизу «Действия», «Снять наличные». Выбираете долларовый счет и сумму, минимум от $100, и можете даже сразу сгенерировать QR-код, чтобы не терять время у банкомата. Бесплатный лимит на снятие до $5000 в месяц, а дальше уже будет комиссия 2%. В общем, даже если вы не собираетесь покупать акции, то покупка валюты по биржевому курсу — это нереально круто. Двигаемся дальше. Переходим на вкладку «Что купить». Здесь можно найти все доступные в Тинькофф Инвестиции акции, облигации, фонды, валюту, а также множество идей по покупке. Есть подборки из акций от аналитиков Тинькофф Банка. Также отображаются, у кого из ближайших компаний скоро будет выплата дивидендов или финансовая отчетность. Это очень удобно для быстрого мониторинга. Также отображаются топы роста и падений в ведущих индексах типа американского Dow Jones, китайского Golden Dragon и индекс московской биржи. Можно на просадке купить акции топовых компаний. Также есть топ из вообще всех акций, какие больше всего выросли за день, а какие больше всего просели. Здесь уже нет привязки к топовым
топовым индексам, и можно зайти на просадки в компании, за которыми вы не могли не особо следить. А также есть подборки по различным тематикам, типа чистая энергия, умный город, финтех, биотех и тому подобное. Можно найти неизвестную ранее компанию в отрасли, которую вы считаете перспективной. Такие же подборки есть и по странам. Например, можно быстро найти топовые китайские компании. Если перейти в раздел с акциями, то сверху есть разделение на премиум, а также российские и иностранные. Как я упоминал ранее, в Тинькофф Инвестиции есть 3 тарифа. Самый дорогой из которых это премиум, как раз таки он и открывает доступ к некоторым закрытым акциям. Но помимо тарифа нужно также удовлетворять одному из требований статуса квалифицированного инвестора, который вы сейчас видите на экране. Грубо говоря, если у вас нет профильного образования, то нужно иметь на счету от 6 миллионов рублей на момент записи видео, и откроется доступ к еще большему списку акций. Там есть известные компании, но я бы не сказал, что их там очень много и что вы от этого что-то теряете. Для неквалифицированных инвесторов доступен самый топ из всех видов отраслей. Это Apple, Google, Microsoft, McDonald's, Nike, Disney, Alibaba, Tencent, Boeing, Johnson & Johnson, десятки и сотни других компаний. Я вообще не чувствую себя никак обделенным, идей для инвестирования хватает. Следующая вкладка – это фонды. Фишка фондов в том, что они объединяют множество компаний по типу, отрасли или индексу и делятся на паи, которые можно купить. Например, акции Google стоят около $1500 на момент записи видео, а Amazon так вообще $3000. Это очень дорогие акции, и не каждый может себе их позволить. Однако, чтобы хоть как-то иметь к ним отношение, можно купить паи фонда, который владеет этими компаниями. Чтобы было еще понятнее, какой-нибудь инвестиционный фонд покупает вот такие дорогие акции на $1 миллион, а потом делит этот фонд на 1 миллион паев и продает один пай по $1. И купив такой пай за $1, вы покупаете частичку вот этих дорогих акций за $1000. К тому же с помощью фондов можно диверсифицировать риски, не завися от одной-двух компаний, а сразу от десятка, что очень удобно для неопытных инвесторов. Пару нюансов. Владельцы фондов берут комиссию за управление фондом, однако она уже включена в стоимость пая, и об этом просто нужно знать. Что касается дивидендов, они реинвестируются обратно в фондов, то есть вы их не получаете отдельно, они остаются в стоимости пая. А также по поводу валюты фондов, особенно что касается фондов Finex. Все они продаются в рублях, однако некоторые из них на самом деле валютные. Например, фонд Finex компании IT-сектор США продается за рубли. Но если перейти в подробности фонда, то валюта указана в американских долларах. Так что хоть этот пай и покупается за рубли, это те же доллары, просто умноженные на текущий курс валюты. А также у Тинькофф есть собственные фонды в рублях, долларах и евро. Они достаточно консервативные и позиционируются как малорискованные. Их отличительной особенностью является то, что за них Тинькофф не берет комиссию со сделок. На самом деле отличный вариант для тех, кто хочет хранить деньги в одной из 3 валют и как минимум отбивать годовую инфляцию и даже возможно немного заработать. А также в Тинькофф Инвестиции можно купить облигации. Доступны как облигации федерального займа, то есть государственные, так и корпоративные, то есть от компаний. В приложении отображается срок облигаций, рейтинг эмитента. 3 звезды означают, что уровень риска маленький, а вот 1 звезда говорит о том, что риск высокий и эмитент может обанкротиться в любой момент. А также годовая доходность в процентах. Здесь, соответственно, чем ниже риск, тем ниже и доходность. И наоборот, самые ненадежные эмитенты предлагают облигации с большими процентами. Если кто-то вдруг не знает, что такое облигации. Облигации – это долговые бумаги. То есть, покупая бумагу, мы даем в долг эмитенту облигации. И в качестве вознаграждения получаем проценты. В случае с облигациями это называется купонами. И в конце срока облигации ее стоимость выплачивается обратно. И плюс облигаций в том, что мы получаем гарантированный доход, как вклад в банке, но при этом доход может быть выше. Облигации также торгуются на бирже, но немного по-другому, нежели чем обычные акции. У облигации есть номинал. Обычно это 1000 рублей. И в основном стоимость облигаций крутится вокруг этого номинала. Здесь выгода может быть в том, что если купить облигацию ниже стоимости номинала, и когда в конце эмитент выплатит ее стандартную стоимость в размере 1000 рублей, то эта разница между стоимостью покупки и погашения будет ваша дополнительная прибыль. А если купить дороже, то соответственно будет небольшой убыток. Но если держать облигацию до самого конца, ее также можно продать за пару месяцев до окончания ее срока. В Тинькофф Инвестиции есть удобный калькулятор, который подскажет, сколько можно будет заработать, если купить облигацию сейчас и держать ее до самого конца.
Во вкладке «О выпуске» указывается вся необходимая информация о бумаге. Облагается ли доход НДФЛ и памятка, в каком случае будет налог. Дата погашения облигаций, периодичность выплаты купона и есть ли амортизация. Это когда помимо выплат процентов также выплачивается и часть стоимости облигации. Тут не буду задерживаться, потому что лично у меня опыта с облигациями мало. Кому интересно, тот может найти больше информации в интернете. У облигаций также есть стакан и пульс, а также вкладка «Купоны». Здесь удобно показывается, сколько всего предусмотрено выплат, величина купонов и когда точно они будут совершены. И последнее — это валюты. Их не очень много, но самые основные представлены от фунта стерлингов до юаня. И новый инструмент, который появился буквально сегодня утром, когда я записываю это видео, это скринер. С помощью скринера можно находить компании по всевозможным параметрам, причем их можно совмещать. Например, я ищу компанию, которая торгуется в долларах, коэффициент P на E у нее от 5 до 15, EBITDA, то есть прибыль до налогов за последние 5 лет, всегда больше 10%, и эта бумага не из премиум сегмента. Мне выдаются все компании, которые соответствуют этим критериям, а также внутри этого списка я могу еще и отфильтровать их по одному из критериев, например, по EBITDA. И чтобы каждый раз так не создавать фильтр, можно его сохранить и просматривать время от времени. А также есть уже готовые пресеты от команды Тинькофф Инвестиции, например, волатильные компании. Это у кого цена акций часто пляшет то вверх, то вниз, такие компании любят трейдеры. На самом деле нереально крутой инструмент, если ты ищешь новые компании. Огромное количество фильтров, удобный интерфейс, все понятно. Реально вышло сегодня перед записью этого видео. Удачно так совпало. Переходим к третьей вкладке, это лента новостей. В принципе, тут и так все понятно, есть как просто новостные факты, статьи с разных ресурсов, так и самые интересные посты участников пульса, которые выделяют модераторы Тинькофф Инвестиций. Здесь можно найти видео и подкасты о инвестициях, которые делает команда Тинькофф Банка. Это шоу «Деньги не спят» и подкаст «Жадный инвестор». А также есть лента инвестиционных идей от разных аналитиков и прогнозы по стоимости. В принципе, это может быть подсказкой, на что можно обратить внимание. Но опять же, не стоит доверять этой информации на 100%. Это вообще не гарантия, что именно так все и будет. В Тинькофф Инвестиции также есть чат с поддержкой, отвечают довольно-таки быстро, все зависит от нагрузки. Я как раз таки задавал уточняющие вопросы, когда готовился к этому видео. И последняя вкладка еще с разными настройками и прочей информацией. Быстро пройдемся по самым интересным. В уведомлениях можно удобно посмотреть все компании, на которых вы выставляли уведомления, и что-то удалить или подкорректировать. В пульсе регулируются разные типы уведомлений. Сделки можно подтверждать с помощью SMS или оставить это отключенным. И в ленте можно отрегулировать список источников, откуда будут собираться новости. В профиле можно найти ваш аккаунт в пульсе. Если вы планируете начать пользоваться Тинькофф Инвестиции или уже там, то можете подписаться на меня и следить за моими сделками. Мой ник, как и везде, Jeffersoins. В бонусах и акциях можно получить реферальную ссылку, через которую друг может зарегистрироваться, а вы получите акцию в подарок. На текущий момент обещают вплоть до 20 тысяч рублей, но это как повезет, может и за 100 рублей и выпасть. В самом низу можно подписать ту самую форму W8BEN, которая позволяет снизить налог на дивиденды с американских компаний с 30 до 13%. Раньше это можно было сделать только через сайт, а теперь и в приложении. В разделе «Инфо» можно найти способы обратной связи, если чат по какой-то причине не подходит. Также есть раздел с часто задаваемыми вопросами, но по сути это такой мини-учебник. Если только что начинаете заниматься инвестициями, то рекомендую прочитать здесь все, что есть, любая информация будет не лишней. По сути, это практически все, что касается приложения. Сейчас еще расскажу про пару моментов. Первое — это ИИС, то есть индивидуальный инвестиционный счет. Что это такое? Это специальный брокерский счет, который был разработан по инициативе правительства России, чтобы стимулировать людей к долгосрочному инвестированию. ИИС можно найти в Тинькофф Инвестиции, если перейти во вкладку «Портфель» и сделать свайп на месте, где отображается баланс портфеля. Коротко о том, в чем прикол ИИСа. Дело в том, что этот счет рассчитан на долгосрочное инвестирование от 3 лет. Это, правда, не значит, что вы не сможете вывести оттуда деньги в течение этих 3 лет. Нет, можно вывести, но тогда вы потеряете льготы. А какие же есть льготы? Их 2, но можно выбрать только одну. Первая — это возврат НДФЛ. На момент записи этого видео предусмотрен возврат налога на доход физических лиц до 52 тысяч рублей в год или 156 тысяч рублей за 3
3 года. То есть вы вносите на ИИС до 400 тысяч рублей в год, а потом возвращаете в налоговый до 52 тысяч. 52 тысячи это как раз таки 13% от 400 тысяч. Причем на деньги в ИИС можно также покупать акции, как российские, так и иностранные, облигации, паи в фондах, валюту, вообще делать с этим все, что угодно. Так вот, помимо возврата налога на НДФЛ, можно также еще и неплохо заработать. Но, как я уже сказал, деньги с ИИС нельзя выводить в течение 3 лет, чтобы получить льготу. Также есть второй тип льгот, это отмена налога на прибыль. То есть вносите деньги на ИИС, сейчас максимум можно внести до 1 миллиона рублей в год, и на эти деньги вы можете покупать любые типы ценных бумаг. Покупаете, продаете, как-то с ними играетесь, делаете с ними все что угодно, то есть не обязательно держать бумаги какой-то одной компании в течение всех 3 лет. В течение этих 3 лет ваш портфель растет, и когда вы все продадите и будете выводить деньги с ИИСа, налог на прибыль применен не будет. Например, за 3 года вы внесли 3 миллиона рублей на ИИС. Через 3 года эти 3 миллиона превращаются в 4,5 миллиона рублей, например, 50% дохода, что вполне реально. Так вот, с помощью данной льготы налог на прибыль с этих 1,5 миллиона прибыли платить не нужно, а это на секундочку 195 тысяч рублей. Но, как я сказал, можно выбрать только один тип льготы, либо возврат НДФЛ, либо отмена налога на прибыль. И, как я понимаю, первый тип намного популярнее, потому что он более предсказуемый, а второй тип скорее подойдет активным трейдерам. Лично у меня ИИС не открыт, потому что я планирую воспользоваться деньгами раньше, чем через 3 года. В любом случае есть такая налоговая льгота, которая позволяет не платить налог на прибыль, если вы купили акции и не продаете их в течение 3 лет. После 3 лет можете их продать, и налог на прибыль не будет платиться. Так как я долгосрочный инвестор, и если эти деньги мне по какой-то причине не понадобятся в течение 3 лет, то как раз таки по большинстве бумаг я и не буду платить тот самый налог на прибыль. Что касается одного значительного отличия мобильного приложения от сайта, о котором я упоминал в начале, это терминал. Этот инструмент для торговли трейдером. Если честно, я про это очень мало что знаю, поэтому этот момент мы пропустим, просто знайте, что тут это есть. Также хочу дать пару советов и лайфхаков, которые могут вам пригодиться, если вы решитесь заняться инвестированием. Во-первых, если покупаете акции в долларах, то сначала следует купить доллары на бирже, а потом уже покупать бумагу. Если вы будете это делать сразу с банковской карты, то курс будет немного завышенный. Имейте это в виду, достаточно важный момент. Второе – это момент открытия торгов в США. На момент записи видео летом это 16:30 по Москве, но зимой это будет другое время, потому что американцы все еще переводят время, мы, слава богу, уже нет. Дело в том, что цена акции может резко рухнуть, либо наоборот возрасти в зависимости от ситуации. Например, сейчас 12 часов дня по московскому времени, и по новостям вы узнаете, что у одной американской нефтегазовой компании, к которой вы давно присматривались, случилась авария. Так вот, акции, скорее всего, в этот же момент начнут немножко дешеветь. Но, скорее всего, когда откроются торги в США, цена упадет еще ниже, причем это случится очень резко. Либо наоборот, стоимость может резко вырасти, но опять же, все зависит от ситуации, и понимание приходит с опытом. Третье и, пожалуй, одно из самых главных правил. Покупайте при падении, а продавайте при росте. Кажется, что это очень просто и логично, но на самом деле новички очень часто попадают в эту ловушку, их еще называют хомяками. Когда стоимость акций идет вниз, то из-за паники их начинают продавать. Либо наоборот, когда стоимость акций идет вверх, на эмоциях их наоборот покупают на самых хаях. Опять же, все зависит от конкретной ситуации, но в большинстве случаев нужно руководствоваться именно этим правилом. Когда падает, покупаем, когда растет, продаем. Четвертое, не стоит доверять чужому мнению. Если в прогнозах пишут, что нужно покупать акцию, если в пульсе пишут, что акция огонь, всегда думайте своей головой. Если вы инвестируете в долгосрок, то изучите финансовые показатели компании. Изучите, чем компания занимается, ее продукт, насколько он хорош. Подумайте про перспективы отрасли в целом, и только после этого принимайте решение о покупке. Даже если вы ошибетесь, то будете понимать, в чем были неправы, и впоследствии по таких ошибок больше допускать не будете. И пятое, меньше нервничайте. Например, вы только что купили бумагу, и если вы не трейдер, не нужно проверять ее каждую минуту. Проверяйте ее где-то раз в неделю, а лучше даже реже. А чтобы мониторить резкое изменение цен, расставьте уведомления. Могу сказать чисто по себе, вот ты купил свои первые акции, и потом просто наблюдаешь за динамикой цены, как же она меняется. И так можно просидеть часами, просто ничего не делая. А если стоимость акций после покупки падает в первые дни, так ты еще просто нервничаешь. Если вы правда долгосрочный инвестор, купите, расставьте уведомления и забудьте. В
принципе, это фундаментальные вещи, которые лично я вывел сам для себя. В любом случае все приходит с опытом, и поначалу вы все равно будете ошибаться. Главное анализировать свои действия и всегда учиться новому. И последнее, о чем я хотел бы рассказать, это нововведения, которые появятся в Тинькофф Инвестициях, но на момент записи видео их еще нет. Во-первых, анонсировано появление фьючерсов. Если вы не в курсе, что это, то загуглите. Во-вторых, появятся дополнительные брокерские счета, например, один для долгосрочных инвестиций, а другой для спекуляций. В третьем списке шел скринер, как раз таки сегодня на момент записи видео он и появился. Четвертое — это группировка бумаг в избранном, сейчас там единый список, что не очень удобно. И пятое — это обновленный терминал, в принципе это больше интересно трейдерам, но просто держу в курсе. Такие вот они, Тинькофф Инвестиции. Насколько я знаю, это самый удобный и дружелюбный сервис для начинающих инвесторов, к тому же стремительно развивающийся. Я очень надеюсь, что помог вам понять, что это такое, а также, возможно, кому-то помог понять и разобраться, что такое вообще фондовый рынок и его основы. Я никого специально не призываю открывать брокерский счет в Тинькофф Инвестициях, это должен быть осознанный выбор каждого. Тем не менее, если вы все-таки хотите попробовать, в частности, поддержать меня и мой канал, то в описании под видео и в закрепленном комментарии будет моя реферальная ссылка для регистрации в Тинькофф Инвестиции, а также для дебетовой карты Тинькофф Black, если у вас еще по какой-то причине ее нет. Единственное, что могу сказать точно, фондовый рынок это очень классно и здорово, но инвестировать стоит прежде всего в собственное здоровье и образование. Это принесет намного больше дивидендов. А так желаю всем текущим и будущим инвесторам двузначных и трехзначных прибылей. Увидимся в следующем видео. Всем удачи, всем пока.